А, не, можно все. Ну, пока ветра мало, да, когда раздует, мы его Можно скрутить. крутим. Все. Идем попутным курсом, почти фордак. И ставим паруса, потому что начинается, отходим от острова нашего любимого Тенерифе. И немножко начинает раздувать ветер. По прогнозу должно быть там 12-13 узлов, не очень много, но попутник. И, естественно, в океане его, вон я вижу там бараны чуть-чуть дальше, там раздует, там нас понесет побыстрее. А здесь пока только-только начинается. Вот отошли буквально там, не знаю, милю, наверное. Все, у нас на борту спортсмен, чемпион Антон, и он ставит паруса, показывает стажерам, молодым капитанам, делится у нас. Капитан Антон нас ведет в светлую даль. Светлая будущее. 6 узлов пойдем. Слушай, ну-ка, мы попробуем. Может, у нас опять раздул? Воды. 6,2, 5,9, чуть-чуть воды. То есть мы идем под парусами. Мы как бы идем, в принципе, под одними парусами, 5 узлов. Но шли больше. Вместе с мотором он чуть нам добавлял. Просто уже на ближайшем горизонте Гран-Канария. И вот наш любимый Тенерифе остался позади, да за как точками торчит красиво. Уже его почти не видно, наш остров, только Тейда торчит. И капитан Антоха, мне без тебя так плохо. Как говорят англичане, американцы, same, but different. Все острова похожи друг на друга, но Гран-Канария, она все-таки немножко другая. Вот здесь чем-то похоже на скалы Маски. Вот там есть какие-то рисунки на скалах, тоже похожи на крылья ангела. Вот здесь какая-то такая другого цвета одна. Один выступ более желтый, песчаный. И там он потихоньку в ту сторону идет на нет, мы идем в ту сторону. Пуэрто-Рико. Там отсюда не видно, но там я вижу там парусные лодочки, что-то типа соревнований или детской школы, как у Кинге. Ну, в общем-то, мы уже прибываем, нам осталось тут около мили. Буквально 15 минут, и мы на месте. Такая красотень, немножко все другое. Очень интересно. Хорошая лодка едет сама. Ну, вот здесь такая вот туристическая развлекуха, лодка с прозрачным дном. Ну, найдется. А вон там такая шаланда большая. И здесь продажа тикетов на дельфинчиков. Китов здесь нету, да? Какие они цветные. Прям стая пришла рыб. Вот марина Пуэрто-Рико. Так она выглядит днем. Здесь стоят такие вот двухмачтовые подстрелы. Вот это марина при дневном свете. Красиво, тут такие горы пирамидоподобные. Вот тут прям на входе Капитанерия. Мы встали в марине Пуэрто-Рико. Очень прикольная мариночка. Немножко тут так плотненько, но в принципе терпимо. Вот здесь ушла лодка, стояла. Зашли в ячейку. Глубина буквально 2,5 метра. Ну, у нас меньше 2 метров, 1,8 примерно киль. Поэтому нормально встали. Тут прям на берегу отель, правда дорогущий, 200 с чем-то за ночь там ребята искали. Ну, где-то в стороне нашли подешевле, там 100 с чем-то. Вообще, конечно, на острове все подешевле, но надо куда-то ехать. А машины здесь тоже что-то аренда конская, 50 евро минимум на день. Вот. На других островах я за 25 снимал машину, за 50 брали очень приличную какой-то, здесь прилично 125 стоит. Ну, наверное, надо заранее просто искать, наверное, есть тоже варианты. Вот, и, в общем-то, классная маринка, тихая очень, вообще спокойная, ночью тут вообще не колбасило, не трясло, вообще как озеро. После Тенерифе вот такое ощущение, что здесь вообще стоишь как на озере, тихо, спокойно. Вот, дали кей от туалета, душа. 55 евро за 2 дня стоянки вот такой яхты. Красота.
горы, туннели везде. Мы попали в Майами, а это Лас-Паломас. Пальма, я туда вперед. Ну что ж, мы прибыли в Лас-Паломас. Тут даже здесь написано Parkway Sahara Dunes, то есть дюны. И вообще все здесь выглядит как в США. Низкая застройка, пальмы. Тоже проблема с парковкой. Ну, нашли мы место чуть в стороне. И идем искать дюны. Дорога в дюны пролегает через красивый отель. Написано Лас Дюнас. Рио Палас. Вот, идем через такую арку через отель. Далее виднеются дюны. Тут просто бесконечные пески. Дюны, они просто прекрасны. Чуть-чуть другой ракурс, прямо они тут рядом, такие барханы. Ну, в общем, прям Майами. Там, правда, дюны я не помню, где-то они есть. Здесь. Там еще забор везде. Знаете, пофоткаем? О, вокруг песок, дюны, там сзади океан, а с другой стороны тоже дюны и какие-то отели в стиле Майами. Красота, короче. Ехо-хо. Тоже так дорога, слева какие-то высотки, это на Майами-Бич. Там, правда, пальмы как-то побольше, погуще, но похоже. Все, ребята, вы попали в Майами. Недорого. Тут лес мачт, это не просто, это вот я такой последний. Это уже северная конечность Гран-Канарии. Лас-Пальмас де Гран-Канария, вот такие тут пляжи. Маленькая волнишка, пляж песчаный, тут променад, люди гуляют, везде кафешечки. Ну так интересно. Бесконечные ряды яхт, просто бесконечные. Вот это яхтенный мир. Я считаю, такого на Тенерифе я даже не видел. Какие-то есть спортивные все во флагах. Ну и вон там на якорях полно стоит. Очень прикольно. Здесь на песке ходит какой-то ежик. Такой он страшненький, какой-то у него половина нет иголок. Мы его все видели, по-моему. Он что-то тут ищет. Ежик ходит и что-то. Утренний завтрак яхтсменов прямо на ходу. Вышли из порта, отдали ключ, забрали депозит. Вода почти как в озере. Плавают всякие тут какие-то сетки, на них висят кранцы. И прощай, гостеприимный остров. Ну, точнее, не прощай, до свидания. Я надеюсь, что мы еще сюда придем. Потихонечку идем в ветротени. Наблюдаем, наслаждаемся красотами острова. Пока нет ветра, естественно, мы моторим. Находимся в ветровой тени острова. Ветер будет там за углом, обещают хороший. Очень интересно, там какие-то клочки тумана или дыма между гор. Вообще очень живописное вот это побережье. Похоже чем-то на Маску, ну, конечно, другое. Вот, и там вот вдали где-то вот виднеется пик Тейды. И такой в небольшой дымке остров Тенерифе. Наш дом, мы идем туда. И наш човен. Не спеша, 4-5 узлов под мотором выходим в зону ветра. Работа зависит от экипажа Шкотовой. Настройка парусов под спинакером и крутим оверштаг. То есть финишную линию проходим и крутим сразу оверштаг. И надо было мне садиться в кокпит, тут корма открытая. Спортивная лодка, корма открытая, оттянуть оверштаг, а гик максимально отклеить. Мы уже достаточно далеко отошли от марины Пуэрто-Рико. Подходим к... Что-то рассказывают про Тенерифе. Мы подходим уже к южной части острова, которая, как я говорил, уже похожа очень
похоже на Лос Гигантос, очень красиво. Вот. И мы заранее, ветра мало, 2-3 узла, но уже сейчас начнет подувать, мы ставим паруса. У нас профессиональный спортсмен-инструктор командует парадом, и ученики тренируются. Идем пока под мотором, блесна ничего не ловит, сюда шли ничего обратно, не уловит так какая. Смотри, я зафиксировал на утку. Да, вообще будет отлично. Вот. Примерно час ходу на моторе, и мы потихонечку, я думаю, нам еще полчасика, и мы подходим вот к этой конечности острова крайней, южной. И здесь уже вот начинают немножко порывчики ветра возникать, волнишка появилась, то есть мы выходим в открытый океан, да. Мы заходим в открытый океан, живописнейшая часть этого острова, даже не видно дорог, я не знаю, ну вот какие-то там между гор есть небольшие поселочки, наверное, туда можно было съездить, но это мы уже следующий заход придем и будем там в эти бухточки заходить смотреть. У нас была культурная программа, поэтому мы дикую часть немножко опустили на остров. Вот мы уже заходим за остров потихоньку. И нас начинает раздувать. Я прямо и ушами чувствую. Я вижу по приборам, только что было 3-4, уже 5-6. Уже он немножко усилится. И начинает дуть у нас навстречу, но чуть-чуть под углом. Вот уже, я чувствую, уже начинается усиление. 6 метров. Я думаю, можно ставить. Обезьянка тоскливо смотрит на удаляющийся Гран-Канарию. А солнце встает и еще более живописно очерчивает тенями вот эту скалистую южную конечность острова. Очень живописно. Мы пока идем в основном под мотором. Ветер то раздуется до 6 узлов, то упадет до 4,5-4,7. Его крутят, мы вынуждены были изменить курс, чтобы у нас паруса, мы их уже поставили заранее, чтобы они были на натянутом состоянии, чтобы не болтыхались, чтобы не идти в левентик. Но вот он опять ветер докручивает, можно добавить чуть-чуть градусов, пойти чуть на это, что мы уже сбились, скажем так, с курса, но не сбились, перестроились, потому что хотим идти в ногу с ветром, а не в ногу с курсом. Курс мы еще успеем. Вот. И я уже вижу зыбь, чую ушами, вот, да, вот он ветер, 5,3, 5,6. Вот он потихонечку, здесь за углом, он начинает раздувать. Чем дальше мы уходим, то за угол. Я вдали вижу даже уже баранчики такие начинают. Я думаю, что там уже вот вон она зона акселерации. Сейчас ближе к ней подходим, и сейчас мы начнем уже идти под парусами, чисто вырубим движок и пойдем под парусами красиво. Вот уже ветерок добавился, уже дует 8 до 10 доходит временами. У нас уже без практически мотора мы идем 4,5-5 узлов. Но еще скачет чуть-чуть ветерок, здесь еще зона, скажем так, срыва ветра. Только-только мы за угол, скажем, заходим, потому что на дует. Вот, мы попадаем уже в зону потихоньку акселерации, заходим. И паруса у нас не на полную открыты на всякий случай. Вот, потому что сейчас подует, заранее уже перестраховались, поэтому нас пока еще тащит не сильно, но уже приходит такая океаническая волнишка, такая, опс, уже больше 2 метров, по 3 метра волна. Это... Все, вот мы уже начинает нас открынивать, уже двигатель полностью отключен, нейтрали, вот, мы идем уже почти 6 узлов, 5,8, 5,2, мы уже бегаем, и ветер уже 13 здесь дует, будет еще усиливаться, чуть-чуть детский ветер. Мы идем своим курсом, мы идем уже уже ветер будет нам прям отличный боевик. Что ветер уже 12,6 углов, уже вполне себе кренчик пошел у нас небольшой, такой детский. И мы
мы все больше и больше в зону ветра заходим. Что у нас там с приборами? 6, идем 13 ветер. Супер. Можно даже острее пойти. Вот уже хороший свежий ветер. Мы прибрали паруса, залетелись. Так, сильно половину собрали и грот. В принципе, хорошо идем. Сколько у нас там скорость? Ну, что же хорошие подходят. А, переливает через год. Это еще детские. Детские. И вот так вот, нет таких все сидят на подсказках, сидят на жопе. И рулевой самый крайний сидит. И когда сильный ответ, он все равно заливает. Но рулевой остается сухим. Подойдет через всех, конечно. Здорово. Садитесь все на правый борт. Здесь все красивее пейзаж. И волнистый. Брызга, волна, океан. Мы заходим в открытый океан за остров. В зону акселерации. Уже 24-25. Кто-то сидит такой в кокпите, а кто-то кайфует за штурвалом, ловит волну, да. Уже как-то стало даже уже что-то 5,6, 22 узла. Сейчас, если так будет продолжаться, будем открывать. Вот за весь день мы встретили один катамаранчик, небольшой. С таким у него вот флатами такой парус интересный, похожий на джонку.
Ну не джонка, конечно. Но такой немножко, он какой-то старинный, он небольшой. Микро такой катамаранчик. Ну, вполне себе лайтово жизнь. Да, чуть не улетел. Чуть на волне включил. Такие волны. Он уже тейда виднеется. Красная горка, мы идем практически меньше, чем наполовину дома. На маленьких парусах. Еще и волна пошла. Метра 3 точно, а может и больше. Идем. Да. 5,6. Да, мы не сильно потеряли скорости. Ну, узел, наверное, потеряли, хотя не факт, что даже если попутный вид. Уже подходим к нашему родному острову. И даже Антошу устал, тоскливо смотрит, где же берег. Остается буквально 6 дней. Прибываем. Красная горка, тейда и красивая облачность. На земле. Мы наше путешествие подходит к концу. С приплыздом, как говорится. Идем на приборных парусах 5,5 узлов. Осталось буквально 10 минут. Шикарный закат, все уставшие, но довольные. Шикарный ветреный день был. Возвращаемся в Марину прямо на закате. Очень красиво. Парусами. Маленькими парусами на очень красивом закате. Ну что, друзья, все, мы завершили наше путешествие. Швартовку не снял, ну все штатно. В Марине дуло 12-15. Нормально зашли, зашвартовались. Я в своем офисе. Рядом любимая кошка. Путешествие прошло успешно. В котелке варится гречневая каша. И друзья идут в гости.